Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию погадать на картах Таро на 3 варианта на отношения. Ну, как бы откровенный разговор с его душой, где мы будем вопросы для вашего партнера, к вашему мужчине, женщине, задавать из потока, исходя из тех карт, которые будут выпадать, и из того, что у меня будет идти. Какие я хочу вопросы задать, да, ну, как бы по обстоятельствам. То есть не будет конкретной какой-то тематики, а вот, ну, вот что она скажет вам. Будет 3 отдельных расклада, тайм-коды, на которые вы найдете в описании. Первая колода замок, вторая колода девиантной луны и третья золотое путешествие. Какую колоду брать, вам определяетесь интуитивно по рубашечке. Ну, а по ситуации вы уже будете сами знать, вы можете посмотреть, какая ситуация. Как правило, я вначале всегда начинаю с ситуации. Итак, давайте начнем первый расклад. По традиции попрошу вас написать комментарий и отметить это гадание лайком или дизлайком, как вам понравится. Смотрите, давайте посмотрим. Давайте зададим вопрос. Что между вами происходит сейчас вообще? Вот что-то мне такое идет от этой рубашечки, да, какой-то тайна какая-то. А вот какая тайна у вас в отношениях? Вот так почему-то. Давайте вот почему, какая тайна у вас? Шестерка кубков. Ну, смотрите, здесь может быть только тайна, если ваша женщина особенно, да, ну или мужчина испытывает чувство к прошлым отношениям, да, вот есть у вас сейчас отношения с мужчиной и женщиной, а к прошлому вспоминает, да, и вас это напрягает, и вы видите, что человек может там грустить, тосковать, вот такое, но пока что это как бы карта не самая плохая, она как бы вроде и не мешает. Давайте посмотрим, а мешает ли действительно вашим отношениям то, что именно вот даже не в голове, а в душе вашего партнера, мешает ли оно вам? Да нет, пока не мешает вам оно. Тут десятка кубков, поэтому смотрите. Да, есть тайна, человек скрывает прошлые чувства к прошлым отношениям или в прошлые отношения, но по большому счету на здесь и сейчас на ваши отношения это, ну, по сути, ну, никак не влияет. Давайте посмотрим. Есть у вас, вот у меня такое ощущение, что учитывая то, что есть воспоминания о прошлом, но вроде бы как все хорошо, у вас есть напряжение. У вас есть напряжение, как минимум в отношениях или по этому поводу. Да? Создаст ли это напряжение в ближайшем будущем какой-то деструктивный взрыв? Потому что, смотрите, десятка и шестерка башня. То есть вот есть либо комок в горле, либо комок в сердце, либо вот напряжение в мышцах у вас, да, вот по поводу этих отношений. Взорвется ли оно? Вот есть вроде все хорошо, да, пусть там мужчина или женщина в прошлом вспоминает, ну вот будет ли взрыв, да, ну вот так как-то. Ну, здесь дьявол, здесь даже, знаете, это не взрыв будет, это будет выматывание нервов, и причем здесь, ну, женщина не обидится, да, вот здесь женщина здесь будет нервничать, психовать, мужчина еще как-то так будет более-менее спокойно, а женщина будет вот трепать нервы, короче, будет стервенеть, ну, давайте вот, ну, давайте скажем так, да. Ну, здесь взрыва не будет, по дьяволу никто никуда никому, ни от кого не денется, да, потому что есть какие-то долги кармические, материальные обстоятельства, то есть в этих, давайте так скажем, в этих обстоятельствах взрывы будут иметь выгляд, вид нервомодства и созависимости такой, да, я пока не вижу, что эта созависимость была какой-то токсичной. Да, вот оно как бы идет к чему-то неопределенному, но в силу ряда причин деться один от другого никто не может пока что. Дьявол это дьявол, да, это союзы, которые должны достичь своей цели, да. Давайте посмотрим. Этот союз по дьяволу имеет у вас перспективу быть счастливым?
Да, вы скажете по дьяволу, а как может быть? Может быть, потому что у каждого свои цели, и, возможно, эти цели, они долгосрочные. Имеет ли шанс он быть счастливым и так далее? Рядом десятка кубков, кстати. Смотрите, у вас кармический союз действительно по дьяволу. Он, ну, как бы он не сколько счастливый, он разный, он сложный. Это судьба. Поэтому, смотрите, у вас ситуация такая, где вы вроде бы, как бы у вас есть какие-то отношения с партнером, у него или у нее были уже отношения, этот человек может там вспоминать прошлое, это вам не мешает, это создает некий накал, но этот накал, если и трансформируется в что-то, то не больше, чем психозы, вот какие-то там сцены, да, какие-то страсти, может быть, да, вот, а потом они будут разряжаться. Но у вас эти отношения, они сложные, кармические. Вот теперь давайте посмотрим пятую карту, а вот какую карму по дьяволу и по десятке жезлов с этим партнером вы должны отработать. Ну, или вам нужно отработать, да, вот вы ничего никому не должны. Вот смотрите, здесь выпадает королева жезлов, перевернутая, причем, ну, почему-то она выпала перевернутая. Смотрите, я обычно смотрю карты прямые. Сейчас посмотрим, тут. Ну, нет, ну, есть перевернутые, есть прямые. Ну, ладно. Давайте я скажу так, что все-таки перевернутая королева жезлов — это, с одной стороны, контроль, а с другой стороны, потеря контроля. Поэтому, если женщина в этих отношениях не умеет управлять счастьем, то ее тяжелая кармическая отработка заключается в обретении навыков управления. А если женщина наоборот, у нее всесильный контроль, потому что дьявол это, ну, это не очень хорошая карта, а выпала перевернутая. Все-таки, видите, карты слышат друг друга, да? Я бы сказал больше, что здесь вот в чем карма заключается, в том, чтобы научиться или обрести навык, давайте так скажем, обрести навык любить или быть вместе, не контролируя или не претендуя на власть. Что прямая королева жезлов — это, ну, структура власти, да, перевернутая и дьявол, да, то есть как бы отпустить вот эту хватку, да, дать возможность быть свободным себе и свободному партнеру. Это очень важно на самом деле, потому что, ну, часто так бывает, что, ну, партнеры превращают свои счастливые отношения в тюрьму. Да, вот, ну, вы даже можете присмотреться, здесь дьявол, он как бы вроде бы как в церкви, но оно как бы похоже на тюрьму, такое какое-то темное царство. Поэтому, смотрите, мужчины, для мужчин, здесь ваша тяжелая судьба, ну, условно говоря, тяжелая, да, ну, как бы кармические ваши отношения до смерти вашей жены. Пока она не умрет, вам будет тяжело. Ну, то есть вы будете жить долго и счастливо, и умрете позже жены. А у женщин тут тоже вот до конца своих дней пока не отработается. И в следующей жизни то же самое будет. Если вы сейчас не успеваете, то согласно законам кармы, да, ты все равно, реинкарнируясь, будешь отрабатывать что-то. А дальше, смотрите, может ли здесь быть такая тягомотина, где вы познакомились с мужчиной или женщиной, а она или он сохнет по прошлым отношениям? Да. Почему? Потому что шестерка чаш есть, десятка чаш есть, и они в прошлом, а дьявол в центре. И здесь тяжело, и вы будете наблюдать такую картину, где вроде у вас все классно, а человек постоянно грустный, какой-то подавленный, без энергии. Почему без энергии? Потому что королева жезлов перевернутая. То есть прошлые отношения могут, ну, как бы, они как незакрытым гештальтом идут за вами, да, за этим партнером, а вы уже ввязываетесь в это, понимаете? Тут вот это тоже может быть, и вот этого дьявола нужно иметь в виду. Возможно, можно продиагностировать себя отдельно где-то. Это вам как бы намек просто. Мы не делаем диагностику. Давайте посмотрим, что думает о вас загаданный человек, мысли его. Все пока хорошо, ему с вами классно, ему с вами светло. И, ну, пока он рассчитывает на то, что между вами и им будет какая-то перспектива. Что чувствует к вам загаданный человек? Он чувствует, что вы готовы открываться, вы готовы делиться, вы,
но вас достаточно, так, ему вас достаточно, что вы ему помогаете, что вы его как-то оберегаете, заботитесь. То есть он чувствует с вами какую-то поддержку, и эта поддержка, она, в принципе, добавляет ему почвы под ногами, да, добавляет какой-то уверенности в завтрашнем дне. Давайте так, неплохо, но, смотрите, у вас тоже Солнце, да, и шестерка пентаклей, 25, 7 колесница, да, то есть вот то, что между вами, он как бы чувствует и надеется на какую-то перспективу, да, по колеснице, всегда вот так у нас. И давайте смотреть, и что он будет делать? Ну вот он непредсказуем пока, к сожалению, да, то есть ждать от него какого-то конкретного логичного действия или действа невозможно. Он будет непредсказуем, неуправляем. А вам тут с этой управляемостью как раз и нужно справляться. Королева жезлов, еще раз, она выпала перевернутая. Поэтому он будет действовать непредсказуемо, неуправляемо. Возможно, это и создает вам напряжение. Что вам делать нужно? То есть он еще ничего не решил, он не определился. По сути, его дух, он движим. Но он движим, этот дух, обязательствами. Он, с одной стороны, ничего не должен, а с другой стороны, он обязан. Расщепленка не очень хорошая ситуация. Что можно делать и что делать нельзя, и заканчиваем. Что делать можно? Ну, смотрите, паж жезлов перевернутый, это ни в коем случае нельзя идти назад в прошлое. То есть ему, как бы вашему партнеру, не нужно идти в прошлое, и вам не нужно идти в прошлое, и вам ковырять его прошлое не нужно, упрекать там, а вот как было раньше, а вот как то-то, ну прошлое его было и все, а у вас совершенно по-другому, понимаете, да? И нужна новая идея, если перевернуть этого пажа, да? То есть нужна новая идея, новая цель, даже вы, то есть дети, может быть, ну возможно у вас еще там возраст такой же, да, что позволяет. Новая цель, новый подход. То есть у вас должно быть все по-другому, не похоже на прошлое. Вот это будет вам помогать. Видите, паж перевернутый, назад возврата нет. Но и контроль хватки тоже особо нет. Дьявол, он здесь может вам и помогать, в принципе, с одной стороны. Дьявол может быть новыми целями, новыми ориентирами. Но привязка к прошлому мешает, да, понимаете? Что делать это нельзя, да? Или, ну, я как бы ее и перевернул. Ну и давайте, что делать нельзя, а что делать можно все-таки, да. Ну, как-то карта, да. Ну, все-таки я взял, да, перевернутый. Ну, что делать можно? Смотрите, нужно давать мужчине здесь ответственность, то есть давать ему инициативу. Ваша инициатива, королевы жезлов, должна быть здесь немножечко подавленная. Ну, пусть он будет лидером. Пусть это, он же мужчина, он же первый. Вот, нужно много двигаться, путешествовать. Активный вид партнерства, то есть у вас диванного состояния быть не должно, поездки, переезды, путешествия, ну и возможно сменить место жительства. И пословица «чем дальше, тем ближе», в контексте чем дальше вы от прошлого его и своего, тем ближе вы с этим партнером, ну аж до самой смерти. Будете ли вы вместе счастливы? Давайте посмотрим, что такое заключительное. Да, вижу, что будете счастливы, счастье есть, оно не может не есть, может быть даже свадьба, но имейте в виду, третий здесь лишний, поэтому от треугольника здесь можно и нужно отвязываться в хорошем этом смысле слова. И если вы чувствуете, что ваш партнер тяготеет к прошлому, отвяжите его от прошлого с его согласия, лучше, конечно же, или без его тихонечко по дьяволу. Ну, вот такой получился какой-то такой теплый замковый расклад. Если вам заходит эта колода и вы ее хотите видеть почаще в моих раскладах, обязательно напишите в комментарии, какие бы вы колоды еще видеть хотели на раскладах. Мы движемся дальше, друзья. Расклад номер 2. Как я и обещал, мы будем смотреть информацию из потока. Давайте посмотрим. А вот здесь мы посмотрим, что происходит между вами здесь и сейчас. Ну, между вами. Повешенный. Что ж такое? У нас сегодня какие-то кармические отношения. Карма. Все затягивается, непонятно и тяжело. По повешенному, знаете, как вроде бы и хорошо, а страдаем. То есть, ну давайте назовем эти ваши отношения, это страдания. Есть такая пословица: кто не страдал, тот и не жил. Да? Нужно выстрадать. Ну давайте смотреть, действительно ли это так.
Но вы уже немножечко подустали от страданий. У вас уже, знаете, как чаша полна страданий. Знаете, тут 4. То вже, знаєте, є таке прислів'я гарне українське, що занадто, то нездраво. Тобто, то, що чрезмерно, то нездорово, да? Ну ладно. Бывает всякое, да, вы устали. Давайте посмотрим, а к чему ведет ваша усталость в отношениях. Вот так пойдем. А вот вам нужно сделать паузу. Вам нужно пожить отдельно, разъехаться. Возможно, возможно, вам нужен даже гостевой брак. Вот этот вот вариант, возможно, даже вам сейчас пока что, может быть, даже и спасет отношения, которые может быть, и нужно спасать. Не знаю, я не знаю, отработали вы карму или нет. Пока тенденции к разрыву идут. Во всяком случае, если вы возьмете, разъедетесь, хуже не будет. Это будет, наоборот, лучше. Как минимум, страданий будет меньше физических и душевных. Особенно нужно двигаться, если вы чувствуете соматику душевную, задыхаетесь, в горле ком и, страдаете, физически мышцы болят, может быть, не можете двигаться, вот такое, знаете, как-то закостенение, вот такое, да. Как минимум, сейчас я вижу между вами некую дистанцию. И здесь может быть такое, либо мужчина гиперактивный, либо вообще не хочет брать ответственность на себя. Ни на себя, ни за себя, ни за кого. Вообще центральная карта у вас карта ответственности. И вообще в ответственности тут весь вопрос. Кто на кого перекладывает ответственность, берет ответственность или не берет. Да? Давайте посмотрим, куда это все движется теперь, да, к чему это движется. Ну, смотрите, здесь 2 жезлов. Мужчина, как бы он себя не вел, да, он не даст своей партнерше, женщине, делать какие-то резкие независимые движения. И женщина здесь, скорее всего, является заложницей этого мужчины. Она может являться заложницей этого мужчины. Ей это, может быть, надоело. То есть, почему? Потому что мужчина здесь конкретики никакой не несет в себе. Да? В своих действиях, в своих поступках. В том, что между ними происходит. Поэтому, знаете, как мужчина не будет ни мычать, ни телиться сначала, да, то есть поначалу ему нужно будет понять, а как с этим то, что ему принадлежит быть дальше. И вот, а дальше что, какая тенденция? Ну, а дальше он будет, знаете, как собака на сене себя вести. Это ни вашим, ни нашим. То есть, смотрите, здесь 2 не намерения, а здесь 4 материального недвижения. То есть этот мужчина будет, как минимум, давайте мужчина и женщина, может быть, давить на партнерство, давить на партнерские какие-то материальные блага. То есть один из партнеров будет, давайте так скажем, чинить какие-то препятствия в материальном мире и не давать, удерживать. Например, женщина будет удерживать мужчину какими-то планами или какими-то обязательствами. Точно так же мужчина может удерживать женщину здесь деньгами. Как на мужчину, так и на женщину здесь влияют и планы, бизнес, и деньги. Вот так. Что думает о вас сегодня загаданный человек? Загаданный человек считает, что он полностью контролирует ситуацию. Смотрите, император. То есть он думает, что он имеет над вами власть, как минимум, особенно если он мужчина. Но если женщина, здесь женщина достаточно жесткая. Она может казаться такая, знаете, рыбка, зайка, котик, но как минимум за этой женщиной тогда власть какая-то, да, вот достаточно жесткая, да. Может быть, даже государство. Может пользоваться, да, услугами государственных каких-то структур. Что чувствует загаданный человек? Власть. Смотрите, тут идет власть. То есть ваш партнер над вами властвует. И что бы у вас там ни происходило, устали вы, не устали, карма, не карма, он вами управляет. Вот напишите мне в комментариях, да, так ли это или нет. Ну и третье, что он будет, что он решил, что он будет делать? А он будет искать выход, который, в принципе, как минимум ему удобно, особенно для мужчины удобно. А здесь, в принципе, неплохой расклад для женщин, которые хотят быть полностью под контролем у мужчины. Поэтому, мужчина здесь достаточно жесткий, деспотичный, и отношения могут быть на дистанции. То есть
Да, мы вроде бы вместе, в браке, в союзе, это брачная карта. Но как бы я ни пыталась или не пытался контролировать ситуацию, между нами всегда дистанция, мир. У вас проблема в чем, что есть такая книжка «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Я ее так и не дочитал, но там оно о том, что это все совершенно разные как бы, планеты, условно говоря. Да? То есть вы разные, вы с разных миров, и вот эта ваша разность, она и есть частью вашей кармической отработки. Поэтому здесь один деспот, а второй жертва. Если вы с этим не согласны, то выход какой-то есть. Но вам тогда, смотрите, здесь интересно. Здесь могут быть два деспота, но никак не две жертвы. Или два деспота, или один деспот делает из жертвы деспота. И когда эта жертва вырвется, она сама может вырваться в новые деспотичные отношения. Такое бывает, кстати. Из практики говорю. Поэтому... Здесь, давайте так скажем, мысли, чувства и действия. Тут самая интересная карта — это действие. Учитывая ту власть в интеллекте и власть в чувствах над партнером, партнер все равно ищет ход какой-то, да, то есть тут проблема в чем, что один стремительно развивается как-то, а второй или понимает, что не успевает, или понимает, что у него путь другой. Поэтому вот есть диссонанс здесь очень сильный, и вы его чувствуете в этих отношениях, диссонанс. А диссонанс либо в непонимании цели конечной своей, куда вам, либо в том, что сможете ли вы превратиться в того деспота, которого из вас выращивает вот этот вот, давайте назовем его тиран, да, император, это тирания обычно. Поэтому давайте посмотрим, стоит ли вам продолжать эти отношения. Вот так вот пойдем. Здесь урегулирование, но пока что да. Пока что да, возможно, в этом и заключается искусство. Искусство управления собой, искусство усовершенствования себя, в хорошем смысле слова, без фанатизма. Да, мы и так по априори совершенны, да, условно говоря. Но все равно это искусство. Искусство договариваться, искусство искать компромиссы, искусство. Поэтому... вы в этих отношениях. Кто-то достаточно жесткий, кто-то достаточно мягкий. И вы как бы друг об друга обтачиваетесь, притираетесь. Вот так, пока что. То есть, стоит ли оставаться? Да, пока да. Есть ли перспектива? Учитывая эту карту, она как бы и вот тут, как бы у вас какой-то разрывчик, да, пока дистанция. Есть ли перспектива в отношениях? Практически нет. Но учитывая эту карту, практически нет. А вот эту карту, я бы сказал, вот сейчас пока не ставьте жирную точку. Вот сейчас не вовремя. Услышьте это. А когда вовремя? А когда вовремя, да? А когда что время, если сейчас... сейчас стоит остаться, вот сейчас стоит, как бы что вы делаете? Урегулируете. Но перспективы нет. Выход, да? То есть все-таки вот эти две карты, они на выход. А когда вовремя? Давайте, когда? Вы получите очень скоро информацию, какую-то весточку, какое-то сообщение, смс, может, не смс, месседж какой-то, да. Давайте так скажем. 2 месяца минимум, 4 недельки. Дважды по 4, 8. Поэтому до конца лета, как будет похолодает, или получите сообщение. Вы получите сообщение. Реально, вы услышите то, что я вам говорю. Вы это сообщение услышите, вы поймете, что этот расклад вы видели. Окей? И о чем это будет сообщение? Давайте подсказку все-таки. Это сообщение о деньгах. У вас, возможно, или там бизнес будет налаживаться, или денег станет больше, или вы почувствуете финансовую независимость. И тогда, естественно, конечно, когда у меня есть финансовая независимость от деспота, тогда я становлюсь самостоятельным или самостоятельной и управляю своей реальностью как хочу. По сути, вся эта новость, да, она о том, что у вас появляется работа, или вы
Ну, например, можете содержать себя самостоятельно и не зависите от капиталов, да. Можете уехать, позволить себе купить билет, например, куда-то, да, переехать в другую страну или в другой город подальше от тирании, деспотии и тюрьмы, например, да, тюрьмы не народов, да, которые тоже как-то можно жить, а тюрьмы отношений. Есть ли шансы хоть какие-то, спросите вы? Вот, ну давайте так, последний шанс, да. Луна. Ну, если вам нравится наслаждаться девиациями или отклонениями, тогда, возможно, этот ваш мир, и если стиль страдания бесконечного, непонятно для чего, ваш, то тогда это не то, что шансы, это стиль жизни. Ну, а вообще по Луне, конечно, шансов мало, и я бы сказал, что здесь повешенные, а здесь марионетки. Я бы рекомендовал бы косить и вырываться, чтобы в проколотом ящике мечами не оказаться. Ну, вот такой вот какой-то месседж, да, интересный. И если вам заходит именно вот такой стиль, где вы разговор с его душой ведете исходя из обстоятельств и вопросов к потоку или из потока, то пишите, будем продолжать. Расклад номер 3. Давайте посмотрим. Расклад номер 3. Что происходит между вами? Давайте, вот у меня почему-то ничто происходит между вами. Можно ли назвать эти отношения счастливыми? Видите, как пришло. А вы потом напишите мне в комментариях, да, резонирует вам или нет. Это счастье или нет? Что это такое вообще? Да, можно. Можно назвать, ну, я бы сказал да. Но тройка кубков. Это треугольник. Можно назвать, но пахнет треугольником. Если у вас соперник-соперница, давайте начнем вот так, 5 карт, да? Если у вас соперник-соперница, ну, это вообще священная карта. Я бы сказал, что вряд ли. Вряд ли. Или ее очень тщательно скрывают. Ну, мушика, да, мышка. Ну, давайте, я бы сказал, пока нет. Не чувствую тут. Тройка пентаклей, есть перспектива отношений. Но опять тройка. Хотя тройки это хорошая карта. Давайте так скажем, посмотрим. Пока что центральной картой является тройка. И у вас есть хорошая перспектива отношений. И я бы сказал, что даже если вдруг у вас треугольник, шансы у вас хороши. Кто-то об этих отношениях есть мышь. Да, такой тихий. И может быть это ваша соперница или соперник, да, а кто-то такой более норовистый. Но давайте посмотрим, вот все-таки куда идут эти отношения, куда развиваются эти отношения. Тройка мечей, кто-то кому-то разобьет сердце, интересно, да? И опять тройка. Тройка кубков, мушика или мушика. Напишите мне, какое ударение, пожалуйста, я не ориентируюсь. Тройка пентаклей и тройка мечей. К сожалению, какая бы ни была перспектива, ну, на здесь и сейчас вам кажется, что все хорошо. В перспективе кто-то кому-то принесет боль. Давайте посмотрим. Вот эту боль, которую принесет кто-то кому-то, она разобьет сердце и закончит эти отношения. Ну, император, здесь выдержать кто-то должен. Я вам скажу так, неважно, кто вы, мужчина или женщина, но мужчина здесь точно выдержит. Выдержит ли женщина? Давайте просто доложим еще одну карту. Ну и женщина должна выдержать. Павлин, 9 пентаклей, чисто женская карта. Знаете, в чем здесь проблема? Здесь гордыня. Гордыня является проблемой обоих в этих отношениях. И если вы не проработаете гордыню, вот услышьте сейчас, возможно, в паре, возможно, вам нужна, ну, как бы психология коллективная, да, парная, семейная. Ну, неважно, вы в семье или нет. Вот. Но здесь про женщину 9 пентаклей. У женщины колоссальный запрос. А мужчина тоже, он там, знаете, как не пальцем деланный, как говорится. Знаете, кто такой непалец, да?
житель Непала, да. Так вот, не палец сделан с помощью не палки и не пальца. Так и здесь тоже не палец. То есть житель Непала. Поэтому, ну, это я так образно говорю, да. Может быть, он там кто другой страны. Претензии большие, высокие, запрос большой, великий. Есть такая хорошая пословица украинская: не проси, бо дадуть. То есть не проси, дадут. Ну, дадут в смысле как дадут. То есть не выпрашивай. Вот здесь, если женщина не выпрашивает, она получит больше, чем когда она просит. Вот услышите. Ну так и попробуйте так в этих отношениях. Что он думает о себе? О себе сегодня. Давайте посмотрим, что он думает о себе сегодня. Интересно, мы еще не спрашивали так. Да, вот я же вам говорю, что он не пальцем деланный. Он о себе, сам себе счастлив. Да, он себе цену знает, и в облаках, и на весельце, на радуге летает. Да, веселка, радуга. Человек, знающий себе цену. Давайте положим эту радугу на него. Пусть она его согревает и в его душу счастье вливает. Пусть этот император будет счастлив от того, что он есть у себя. Давайте, а теперь что он думает обо мне сегодня, то есть о вас? Ну, смотрите, он думает, что он любит вас, а вы любите его, что вы как минимум очень хорошие друзья, и ну, чувства между вами, они такие мягкие, такие льющиеся, такие теплые, добрые, няшные, вот, такая, ну, няшная карта, куда ее денешь, да. То есть он думает, что вы любите друг друга. Он вот так думает. Что он чувствует к вам сегодня? Он чувствует, что поменяется к лучшему все. Как бы не было. Как бы, возможно, там вы не испугались чего-то. Потому что это священная мышь, но у меня какой-то испуг. Может быть, вы чего-то боитесь, и он понимает, он чувствует, что все можно изменить, что все будет хорошо, что позитив вперед идет, да. Что он будет делать? Что он будет делать? Он будет держать ситуацию под контролем. Король жезлов. Он останется императором. И конкурировать с ним я вам здесь не советую. Почему? Смотрите. Потому что ему так комфортно. Это его зона комфорта. И вы, мне так вот идет по потоку, вы попали в его мир, где менять вам ничего нельзя. И здесь нужно просить скромно. 9 кубков и 9 пентаклей. Это ваш запрос. Это запрос ваш. Вот этот 9 пентаклей. А большой запрос. У него есть много, и он может дать. Но когда вы не выпрашиваете все. Вот я не знаю, почему такой парадокс у меня идет. Почему я так вам объясняю. Такой поток просто, да, открыт. Ну, давайте посмотрим, стоит ли держаться вам за эти отношения, если вы вдруг сомневаетесь. 4 кубков, я вам говорил, гордыня. Отпустите вот эту гордыню, и обида, и пресыщение может нарушать ваши отношения. Гордыня, обида и пресыщение может нарушать ваши отношения, у которых пока что есть перспектива. Стоит ли держаться за эти отношения? Да, не придавая чему-то избыточного значения. Возможно, аспектом материального проявления. Есть ли смысл в этом всем? Да, есть. Есть. И какой в этом смысл? Смысл — справедливость для кого-то, но вообще-то это равновесие или баланс. То есть, держась за эти отношения, вы как минимум научитесь спокойно реагировать на любые материальные отклонения. Возможно, преодолевать тяготы материального лишения. Но все это для эго мужского успокоения. Здесь мужчина будет иметь над вами власть, и если вы не будете ему сопротивляться,
что можете в зоне бесконечного комфорта оказаться. Вот такой поток идет. Есть ли счастье и будет ли счастье в этих отношениях? Верховная жрица, этого вам пока что не дано знать, но полностью положась на интуицию, вы сможете дать себе ответ на вопрос о счастье. Будет ли в этих отношениях конец ненастья? Здесь по жрице, возможно, вы не видите перспективы, но судя по тому, сколько здесь золота и предложения, мы доложим карту, и здесь башня разрушения. Смотрите, не проси, буде дуть. Здесь, если вы немного будете просить, возможно, вы сможете мир этих отношений сохранить. Ну, последний все-таки вопрос, а будем ли мы вместе? То есть о счастье мы посмотрели, да, но как бы еще не скрыто это счастье, да, возможно, вы его и не достигнете того счастья, в котором вы видите, да, но счастье может быть для вас нематериальным. Поэтому я вас и призываю понижать планку материального здесь. Будете ли вы вместе? Паж мечей. Тревога. Скорее всего, ваши отношения это будет постоянное напряжение и борьба. Возможно, она вам нужна, возможно, нет. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях мне ответ. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Пишите в комментариях темы, которые бы вы хотели еще увидеть, услышать в следующих выпусках на этом канале. Я вас всех очень люблю, целую и обнимаю. Пока-пока.